дождь, 4 гонки и 2 пьедестала. С лончем. Третий раунд Rock Cup Poland. Серое небо, мокрая трасса и такая погода, будто съемочная группа фильма F1 приехала сюда снимать дождевую гонку. Только у нас все по-настоящему, без дублей, без второго шанса и с очень быстрыми соперниками. Впереди тренировки, квалификация и 4 гонки, а в конце этого уикенда Роман впервые в сезоне выиграет зачет в мини У10, займет 6-е место в общем зачете мини-рок и дважды поднимется на пьедестал. Но до этого еще нужно было доехать. Пятница началась не с красивых кадров, а с работы. Тренировки, вылеты, корректировка посадки, настройка карта. Иногда картинг выглядит как кино, а иногда как очень серьезный ремонт, который надо успеть закончить до следующего выезда. Но в картинге не бывает бесполезных кругов. Каждый круг либо делает тебя быстрее, либо объясняет, почему ты пока не быстрее. В субботу обкатка двигателя, новый шлем и погода, которая никак не могла решить, она за солнце или за дождь. И еще важная премьера этого уикенда. Это была первая официальная гонка Романа в новом шлеме. Так, погодка сегодня хорошая, не жаркая, но есть ощущение, что может подкапать чуть-чуть. Но все будет на суток, поэтому никаких дождевых сегодня гонок не должно быть. Не Да? должно, но могут. Сейчас первый тренировочный заезд. Папа не- И первый будет заезд в своем новом шлеме. Да, круто. Сейчас мы покажем шлем. Распаковочка. Опа. Ну-ка. Красавчик. Демон в этом шлеме теперь. Посмотрим, как издалека будет выглядеть. Вблизи очень такой будет. Нравится? Это подними, забрала, нормально работает? Ну, хорошо. Супер. Так, Ромыч, аккуратно, первая сессия. Понял? Задача сегодня не развалить карт, понял? Вчера 3 раза его ремонтировали, управляли геометрию. Хватит. Договорились? Я не виноват. Это Ты не виноват, но я имею в виду, что в целом хватит, окей? Новый шлем – это не просто красивая деталь в кадре. Это часть экипировки, в которой пилот должен чувствовать себя уверенно с первого круга. Первая тренировка – 15 место, потом 8, затем 7. Темп рос. В последней тренировке перед квалификацией Роман был всего в полусекунде от лидера. В фильме F1 из таких мелочей складываются большие развязки. Здесь все так же. Чуть позже тормозил, на сантиметр шире вышел из поворота и вместо 5 места уже стартуешь гораздо дальше от борьбы. Квалификация стала первым большим плюсом уикенда. Роман показывает 5-е время. Лучший круг 57 секунд 333 тысячных. До пола всего
327 тысячных секунды. Пятая позиция в такой плотной группе – это не просто строчка в протоколе, это место в первом ряду главных событий. Впереди быстрые соперники, рядом быстрые соперники, сзади, как обычно, тоже быстрые соперники. Перед нашими заездами напряжение добавили красные флаги. Две предыдущие группы были остановлены из-за аварий. Дело в том, что в этот момент проходил дождь, и эти группы стартовали на сликах, соответственно, было очень много аварий и опасных ситуаций. Важно, это были не заезды Романа, но когда ты стоишь на предстартовой зоне и перед тобой уже 2 раза меняется сценарий дня, спокойно смотреть на облака получается только у самых хладнокровных механиков. В фильме F1 такой момент камера обязательно показала бы напряженные лица в боксах и драматичную музыку. У нас музыки не было, зато были реальные шлемы, реальные родители у ограждения и на трибуне, и настоящая гонка через несколько минут. Первая гонка — старт с 5-й позиции. Роман хорошо проходит первые круги, едет в борьбе за 4-е место, без лишней суеты, без попытки выиграть весь чемпионат в первом же повороте, но на последнем круге теряет 2 позиции. Финиш — 7-е место. Это не тот результат, который хочется рисовать на обложке ролика, но это чистая гонка. Хороший темп и 9 важных очков. С одной стороны минус, потому что были ближе к топ-4, с другой плюс, потому что сохранили карт, темп и право продолжать борьбу. И здесь небольшая пауза. Если вы хотите видеть настоящую жизнь гоночного уикенда без монтажа, тренировки, стартовые решетки, новости прямо из паддока, короткие видео и ответы на ваши вопросы, подписывайтесь на наш телеграм-канал. QR-код сейчас на экране. Ссылка есть также в описании. И подписывайтесь на YouTube, Instagram и TikTok. Везде публикуем разный контент, а все ссылки тоже в описании. Welcome. А дальше пришел дождь. Не просто несколько капель, а настоящий гоночный дождь, после которого каждая команда за секунду должна быть готова сменить резину на дождевую по команде главного судьи. Сигнал от судьи поступил, и наша команда быстро переобулась на дождевые шины. А затем дождь начал стихать. Это был момент прямо из фильма F1. Дождь начинается, судья принимает решение по шинам, и через несколько минут трасса уже снова меняется. Только у нас в кадре не голливудская звезда, у нас Роман, которому 10 лет, и которому все равно нужно точно проехать первый поворот. Во второй гонке Роман провел один из лучших заездов уикенда. Мокрая трасса, меняющееся сцепление, плотная борьба, но Роман не стал торопить события, ехал спокойно, точно и собрано, и финишировал 4-м. Это не киношная победа под финальные титры, это честное 4-е место в сильной группе, и возможно именно такие результаты лучше всего показывают, что пилоты команды движутся в правильном направлении. Воскресенье началось уже с хорошей позиции. Роман шел первым в своем возрастном зачете мини до 10 лет и продолжал борьбу за высокие места в общем zachiocie mini rok. Więc zobaczymy, może któryś z tych zawodników z dalszej części stawki będzie tutaj w stanie się przebić do czołówki i sporo zyskać. Z tego co widzę, to Nathan Lucas również zdecydował się na start z zewnętrznej strony toru. Dosyć ciekawy wybór. Podobnie widzieliśmy w kategorii Baby Rock, kiedy to zrobił Paweł Naperty. Zobaczymy, czy ta strategia wyjdzie na plus Nathanowi. Zdaje się, że tak, bo bardzo dobrze ruszył kierowca Paroli Poland i zdecydowanie utrzymują swoje prowadzenie w tym momencie. Ostro walczą o pozycję numer 2 chyba Roman Murachoł oraz Paweł Markowski, ale jak na razie to kierowca z Kirgistanu jest na pozycji drugiej. Bardzo blisko jednak Paweł Markowski, bardzo blisko Max Safarzyński. Na drugim miejscu, który z tych kierowców jest numer 622, a więc Filip Kliś, trzeci jest Roman Murachoł, czwarty Max Safarzyński, piąty Markowski z Amo Racing Team. Na czele jednak Nathan Lucas po tym pierwszym okrążeniu. Zobaczmy, jaka to będzie przewaga. 2,5 sekundy, ponad 2,5 sekundy, a więc gigantyczna zaliczka na samym starcie tego wyścigu. Teraz Markowski atakuje Murachoł. Sytuację też wykorzystuje Tymon Parszewski. Jednak Murachoł kontratakuje tutaj bardzo szybko i powraca na pozycję numer 5 w tym wyścigu. Blisko też tych kierowców mamy Williama Morte, kierowcę, którego oglądaliśmy w tym sezonie w kilku zawodach cyklu WSK Supermaster Series, więc bardzo cenne doświadczenie zdobyte przez kierowcę na arenie międzynarodowej. Zobaczymy, jak ono zaprocentuje podczas rywalizacji w krajowym czempionacie. Na czele stawki troszkę spokoju tutaj dwójka mechaników zespołu E1 Go-Kart Racing, którzy przyglądają się z zaciekawieniem na to, co dzieje się na torze. Na drugiej pozycji jedzie zawodnik właśnie tego zespołu, czyli Filip Kliś. Bardzo dobry start tego młodego kierowcy, ale w tym momencie ma on ponad 3 sekundy straty do Nathana Lucasa. Wydaje mi się, Milan, że Nathan chyba może być już spokojny do końca tego wyścigu, pomimo tego, że zostało jeszcze 7 okrążeń. Tak, zdecydowanie Nathan Lucas ma przewagę około 3 sekund, więc jedzie też Verstappen. Filip Kliś traci tempem do niego pół sekundy, więc na pewno ciężko będzie mu dogonić Lucasa.
Zdecydowanie tak, bardzo udane to pierwsze okrążenie dla Nathana Lucasa i w tym momencie pewna jazda tego kierowcy po zwycięstwo w tym wyścigu. Третья гонка и еще один качественный результат. 5 место и 11 очков. Без волшебства, без внепланового геройства. Просто хорошая взрослая работа молодого гонщика. Но гонка никому и ничем не обязана. Финальный заезд стал самым сложным в уикенде. Несколько вылетов на газон, потеря темпа и 15 место на финише. Конечно, хотелось закончить этап иначе. Но один сложный заезд не отменяет ни темп, ни работу, ни предыдущие результаты. Ошибки мы разберем, выводы сделаем и поедем дальше. Теперь к главному. По итогам этапа Роман занял 6 место в общем зачете мини-рок и набрал 34 очка. И позиции с 4 по 6 в общем зачете заняли пилоты E1 Go Racing Team нашей команды. 4, 5, 6. 3 места подряд за нашей командой. А в мини U10 Роман впервые в сезоне выиграл свою возрастную группу. A zwyciężył w tej kategorii Roman Murachow, kierowca zespołu E1 Go-Kart Racing Team, który też bardzo solidnie radził sobie, jeśli chodzi o ogólną klasyfikację mini-rocka. Również w mini-rock U10 też znakomicie zaprezentował się. W mini-rock U10 wygrał, a w ogólnej klasyfikacji mini-rocka zajął 6 miejsce, także bardzo solidny występ tego zawodnika. Первое место, 83 очка, высшая ступень пьедестала. В фильме F1 в этот момент включилась бы главная музыкальная тема. У нас она тоже была, только звучала иначе. Двигатели в паддоке, команда рядом, орущие механики от счастья и объявление результатов. С лончами Роман дважды поднялся на пьедестал, как победитель группы до 10 лет и как 6-й пилот общего зачета мини-рок. 2 пьедестала за один уикенд. Не идеальный уикенд, но настоящий, с дождем, ошибками и сильными заездами, командной работой и первой победой в сезоне. Спасибо E1 Go Racing Team за работу. Спасибо за поддержку и подготовку. Спасибо всем, кто болеет за Романа. Подписывайтесь на Telegram, на YouTube, Instagram и TikTok. Все ссылки в описании. Это Роман Рейсер. Увидимся на трассе.